Сегодня мы начинаем очередную встречу с Изис Хезенджи, президентом Межамериканской Теософской Федерации. Многие из вас уже были на ее встречах. Сегодня у нас тема «Религиозная нетерпимость». Изис после Москвы также едет по некоторым российским городам в отделении Макарьевки, например. Она также примет участие в рамках этого визита в конференции в городе Кемерово. Thank you very much for your nice reception. I'm very glad to be back here in Moscow. Большое спасибо за добрый прием. Я очень рада быть снова в Москве. And so I already know all the names. I already know all of you. Я уже знаю всех вас, знаю все имена. And it feels very good to be here. Мне очень приятно быть здесь. And today we have a talk that I gave in India. И сегодня я выступаю на ту же тему, на какой я выступала в Индии. And the theme was chosen by them, not by me. И эту тему выбрали они, а не я. But as it is a theme that somehow we all deal with it because religious intolerance and sectarian violence is everywhere. Но поскольку мы все так или иначе сталкиваемся с этими проблемами, потому что религиозная нетерпимость и насилие на почве религиозных конфликтов распространены везде. So the idea is how can we deal with this world problems with a Teosofcal approach? То наш вопрос в том, как мы можем справляться с этими проблемами, исходя из теософских знаний. And sometimes the Teosofcal approach to these worldly problems are very different from the ones that media shows. И теософский подход обычно очень сильно отличается от того, который используется и показывается в средствах массовой информации. They have to have a big problem to talk about, right? Им все время необходима какая-то громкая тема, большая проблема, о которой они могут постоянно говорить. So, months ago, the problem was terrorism, right? Сколько-то месяцев назад проблема такая была терроризм. Oh, now it changed. Now it's only coronavirus, right? Теперь все изменилось, теперь говорят только о коронавирусе. Like they have to have something very dangerous in focus. Им все время надо что-то очень опасное, чтобы сосредоточиться на этом. So, well, but going back to the religious intolerance and sectarian violence. Ну, возвращаясь к нашей теме религиозной нетерпимости, насилия на почве религиозных конфликтов. Sometimes people think that we have to eliminate. Часто люди думают, что это нужно устранить, эту проблему. And from the Teosofcal point of view, of course, there is no official Teosofcal point of view, but as far as I can see, from what I study in the literature. И с теософской точки зрения, конечно, нет никакой такой официальной, единой теософской точки зрения, но насколько я могу понять, изучая теософскую литературу. Yes, the thing of eliminating bad people is no solution whatsoever. Подход или взгляд, связанный с устранением плохих или опасных людей, не является никаким решением проблемы. And from a simple thought, we may realize that these very bad people that are killed by the government, that are killed by the police, or death sentences, or things like that. И даже очень
просто об этом, если подумать, то нам станет ясно, что те люди, которые погибают, или террористы, которых убивают полиция или которых казнит правительство, and they are born again with the same tendencies. они вновь рождаются, неся в себе те же склонности. And they don't remember. So it's much more difficult to go over it. И они при этом ничего не помнят. Поэтому это очень сложно для них преодолеть эту склонность. And also there is the thing that from the Mahatma's point of view, especially letter number 88, they say that there is no evil, the evil has no existence per se. А также в письмах Махатмы, вот в письме 88 мы читаем, что Махатмы говорят, что зло как таковое не существует. Цитаты из писем Махатмы. Зла нет как такового, есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно происходит от двух причин, и не более, нежели добро является независимой причиной в природе. Природа лишена добра и зла, она лишь следует неизменным законам, давая жизнь, радость или посылая страдания и смерть и разрушая созданное ею. And well, if there is no evil, how can we deal with situations that seem not correct for us in our dealing with them? И если зла не существует как такового, как же нам быть с этой ситуацией, как нам решать эту проблему? And we also can talk about natural disasters. How are we going to, who we are going to blame because of an earthquake? И мы можем также подумать про природные катаклизмы, кого нам винить, например, в землетрясениях. And Blavatsky in the Key to Theosophy, she talks about karma in a way showing that the law is impersonal. There is no punishment. And this quote is very interesting for us to deal with the problems we have with nature. И Блаватская в ключе к теософии говорит о том, что закон кармы – это безличный закон. И не существует такого понятия, как наказание. Вот. И с этой точки зрения очень интересно почитать эту цитату из ключа к теософии. Ветвь, когда ее слишком сильно отгибают в сторону, разгибается обратно соответствующей силой. Если при этом случается вывих руки, пытавшийся вывести ее из естественного положения, скажем ли мы, что именно ветвь сломала нам руку, или же что наша собственная глупость принесла нам горе? If we think of a tree that hurt our arm, are we going to blame the tree? Если мы посмотрим на этот пример, то увидим, что мы не будем винить дерево в том, что оно причинило нам боль. So the laws of nature will affect us in a positive manner or in a negative manner if we act in harmony or disharmony with them. Так что законы природы одни и те же будут оказывать на нас или благотворное воздействие, или негативное воздействие, в зависимости от того, будем ли мы действовать в гармонии с этими законами или в дисгармонии. There is also this very striking quote in the Mahatma letters where it is stated that God is not a person. Также есть замечательная цитата в письмах Махатмы, где говорится, что Бог это не какая-то личность. But there is a law that works, and that law can be called God. Есть некий закон, который работает в природе, и этот закон можно назвать Богом.
although they think that is inappropriate, they show us how to deal with this concept of God. И хотя они говорят о том, что это неправильное, в общем, название Бог, но они объясняют, как нам обращаться, как нам быть с этим названием, с этим понятием Бог. This one? Цитата из писем Махатмы. Если люди готовы принять и рассматривать как Бога нашу единую жизнь, неизменную и бессознательную в своей вечности, они могут это делать и таким образом придерживаться еще одного гигантского ложного наименования. So, although the name God is already charged with a lot of wrong notions, Несмотря на то, что понятие Бога уже связано с огромным количеством неверных представлений, it is the one more used to refer to the divine nature. именно это название больше всего используется для обозначения божественной природы. So, there is no him, but there is all. Так что нет его, но есть все. And also Blavatsky in Esoteric Instructions number 3 talks about one life and karma. А еще Блаватская в инструкции номер 3 говорит о единой жизни и карме. Как нет ни добра, ни зла самого по себе, так нет ни эликсира жизни, ни эликсира смерти, ни яда самого по себе. Но все это содержится в одной и той же вселенской сущности. Причем то или иное следствие или результат зависит от степени ее дифференциации и различных корреляций. Светлая сторона ее дает жизнь, здоровье, блаженство, божественное умиротворение и покой. Темная же сторона приносит смерть, болезнь, печаль и раздор. So, now we get to a concept that brings us to the understanding that although everything is part of one life, we can make it better or we can make it worse. Это приводит нас к пониманию того, что хотя все, что существует, является частью единой жизни, нашими действиями, нашими поступками мы можем улучшать ситуацию или ухудшать ее. So there is a light, as the quote says, there is a light side that produces life, health, bliss, and divine peace. И существует вот эта светлая сторона, которая приносит жизнь, здоровье, блаженство и умиротворение. But the dark side brings death, disease, sorrow and strife. И есть темная сторона, которая приносит смерть, болезнь, печаль и раздор. Let's try to understand this concept a little bit better. Давайте попробуем немножко лучше понять эту концепцию. Let's use very simple examples. If you want to get here, from here you want to get there. Используем очень простой пример. Если вы хотите попасть из этой точки в ту точку, And you start going in that direction, и вы начинаете двигаться в другую сторону, you were wrong. то вы не правы. Not because here is wrong, it's because you want to get there. Не потому, что там это само по себе неправильное направление, а потому что вы хотите попасть не туда. So it all depends on the evolution, the path you are treading. Так что все зависит от эволюции, от того пути, по которому вы двигаетесь. So if you are repeating past errors, this is a mistake. И если вы постоянно повторяете ошибки прошлого, то вы не правы.
But if you are learning new lessons in the direction you want to go, that is good. That brings good results. Но если вы, двигаясь в заданном направлении, изучаете какие-то новые уроки, получаете от судьбы, то это хорошо. Это принесет вам правильный, нужный результат. In Brazil, we have a funny saying about that. We say that all ways bring you to Rome. У нас в Бразилии есть смешная пословица, мы говорим, что все пути ведут в Рим. But you can go to Rome passing Tokyo. Вы можете поехать в Рим, например, через Токио. Or you can go passing Morocco. Или через Марокко. So you can make it shorter or bigger, or shorter and bigger, or smaller and more peaceful. Так что вы можете сделать ваше путешествие длиннее и сложнее, или наоборот короче и более приятным, более умиротворенным. Oh, but with your friendship, now I change this. I say always come to Moscow. Благодаря вашей дружбе я переделал эту пословицу. Я теперь говорю, все пути ведут в Москву. But you can go. You can come from Greenland, or you can come from Rome or from Paris. Вы можете поехать в Москву через Гренландию, или через Рим, или Париж. Of course, these examples are too simple. But if we think in our lives, depending, and that's completely related to karma, depending on we getting the next step in our evolution, that is good. Конечно, это очень простые примеры, но если мы делаем какой-то правильный шаг, двигаясь в заданном направлении, то это хорошо. But we can never lose the understanding that in fact life is one. And if we take a little bit longer in our way, it brings only a little bit more suffering, nothing else. Но мы никогда не должны забывать о том, что существует лишь единая жизнь. И если единственная проблема в том, что наш путь займет немножко больше времени, то мы просто получим за это несколько больше страданий. А так все в порядке. And Blavatsky goes on saying that when we associate ourselves with nature, or when we dissociate ourselves from nature, that brings also positive and negative results. И Блаватская тоже говорит о том, что когда мы действуем в единении с природой или разобщившись с природой, то это приносит нам, соответственно, положительные или отрицательные результаты. Yes. Можно добавить, что законы природы действуют. Oh, it's just this? Yes. Oh, I thought it was a quotation. So go this way. Письмо Махатмы, письмо 88. Это есть слепой закон непреложности и вечная приспособляемость явлений, и поэтому он не может быть назван злом в природе. Истинное зло порождается человеческим рассудком, и его происхождение всецело связано с мыслящим человеком, который разобщил себя с природой. Таким образом, лишь само человечество является истинным источником зла. Зло есть преувеличенное добро, порождение человеческого себялюбия и жадности. So now we get to a point where evil doesn't exist per se, but circumstantial evil does exist. И вот здесь мы видим, что само по себе зло не существует, но зло, исходя из некоторых определенных обстоятельств, все-таки существует. And that is very much linked to our human nature. И это очень связано с нашей человеческой природой.
because before the human stage, well, animals, plants, they cannot act not according to nature. Потому что все создания до человеческого уровня, растения, животные, никак не могут, не способны действовать не в согласии с природой. And after the human stage, that's also true, because the perfect beings, they will always act with nature. И что касается уровней существования выше человеческого, это тоже справедливо, потому что более совершенные существа будут всегда действовать в гармонии с природой. And this thing that evil is the exaggeration of good is something that makes us think about. И вот эта цитата, где сказано, что зло есть преувеличенное добро, заставляет нас задуматься. If you are so correct that your correctness or your behavior lacks compassion, that's the exaggeration of good. Если вы такой правильный, что вашим действиям не хватает сострадания, то это как раз такое преувеличенное добро, из которого происходит какое-то зло. So there is an equilibrium between our qualities, and the exaggeration of any quality becomes a problem. Так что необходимо равновесие между нашими качествами, и если этого равновесия нет, то это становится проблемой. Well, and we all know that there is the action of karma, right? That karma brings good and evil. But this is not so simple. И мы все знаем, что это все подчинено закону кармы, и что карма приносит нам что-то доброе или злое, но все не так просто. Цитата из ключа к Теософии. Так что карма возвращает каждому человеку фактически последствия его собственных действий, независимо от того, какой нравственный характер они носили. И поскольку ему за все воздается должен, очевидно, что ему придется искупить все причиненные им страдания, так же, как и пожать в радости и довольстве плоды того счастья и той гармонии, созданию которых он способствовал. So, in fact, the consequence is very obvious. Although there is no evil per se, for us there is good and evil. Так что это вполне ясно. И несмотря на то, что зла самого по себе не существует, но для нас есть добро и зло. Цитата еще дальше из ключа к Теософии. Зло – нарушение законов гармонии, управляющих Вселенной, и наказание за него должно пасть на голову самого нарушителя. Христос предупреждал: «Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего». И апостол Павел говорил: «Совершайте сами свое спасение, что посеет человек, то и пожнет». Последнее высказывание, кстати, является превосходной метафорической передачей изречения из Пуран, возникших куда раньше, которое гласит, что каждый человек пожинает плоды своих собственных действий. Maybe we are already aware of this work of karma. И, может быть, мы уже знаем об этом законе кармы и о том, как он работает. But we should not forget that there is the great heresy of separateness. Но мы не должны забывать и о том, что существует эта великая ересь, то есть иллюзия отделенности. And that means concretely no person is evil or no person is good.
Это, конкретно говоря, означает, что ни один человек не зол и не является злым, и ни один человек не является добрым. So we have to deal with life and its problems as manifestations of this evolutionary process where we all are learning. Поэтому нам нужно смотреть на жизнь как на проявление этого эволюционного процесса, в ходе которого мы все получаем и осваиваем наши уроки. So that also will lead us to realize that something should not be done, but never judge or condemn the person who's acting. И это также приводит нас к мысли, что несмотря на то, что некоторые вещи делать нельзя или не следует делать, но тем не менее никогда не следует и осуждать других людей. This one? Santa Claus? Yes? Религиозная нетерпимость и насилие на почве межконфессиональных конфликтов – это плоды, следствия этой великой ереси. Можно сказать, что они достойны осуждения и особо сильные проявления этой отделенности. Они имеют место, когда люди, попавшие под такое влияние, думают, что их религия правильная, и им следует бороться, чтобы навязать свои убеждения другим. And the consequence is that ignorance is only the lack of wisdom. И вследствие из этого нам понятно, что неведение – это просто отсутствие мудрости. And so we should fight the sin and not the sinner. Поэтому правильно будет сказать, что мы должны бороться против греха, а не против того человека, который совершает грех. And when we talk about sin, we always have to remember that sin is the translation of the Greek word hamartia. Когда мы говорим о грехе, мы должны помнить, что грех – это перевод греческого слова «амартия». And hamartia means simply missing the target. А амартия попросту обозначает промахнуться мимо цели. And so every mistake is ignorance, lack of wisdom. И любая ошибка является следствием неведения или недостатка мудрости. And then, coming back to our theme, religious intolerance and sectarian violence. И возвращаясь к нашей теме о религиозной нетерпимости и насилии на почве межрелигиозных конфликтов. What we should do? Что же нам делать? We should just cross our arms and watch. Следует ли нам просто сложить руки и наблюдать? What does the literature tells us on how to deal with this situation? Что нам говорит наша теософская литература о том, как быть с этой проблемой? And I always remember the aphorism 135 of the Voice of the Silence. Я всегда вспоминаю афоризм номер 135 из «Голоса безмолвия». «Сей добрые дела, и ты пожнешь их плоды. Бездействие в деле милосердия преобразуется в действие смертного греха». Так говорит мудрый. And so, inaction is a form of wrongdoing. И вот получается, что бездействие – это форма неправильного деяния. And
And the consequence is that terrorists should go to prison. И как